Дорогие друзья, здравствуйте! Здра- Здравствуйте, Людмила Шепелева. Как ваши дела? Здравствуйте, Жанара. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рада с вами видеться. Ждала нашей встречи. Очень хорошо. У нас сегодня в Бостоне светит солнце, ожидается 14 градусов тепла, весна, весна на пороге, но завтра опять начнется зима. Но ничего, это нам не мешает общаться, правда? Правда, на самом деле, да, Людмила, я попросила вас о втором интервью, потому что считаю, что в прошлый раз мы не все договорили. У вас очень много интересной информации от вас мы слышали. Поэтому давайте сегодня продолжим. Вы не против? Нет, конечно, давайте продолжать. Сегодняшняя тема нашего разговора — это трудности, как их пережить. Я знаю, что в вашей жизни было тоже множество трудностей, но одной из них, ну, наверное, как и у каждого человека в жизни много трудностей существует, но на одном из них я хотела бы заострить внимание, это на том, как вы в Америке адаптировались, проходя через трудности. Вы можете об этом рассказать? О, это очень интересная история. И мне интересно об этом поговорить, конечно. Но я хочу вам сказать, еще раз напомнить, да, что я ж в Америку попала не как на необитаемый остров, сама приехала и начала адаптироваться. Нет, я вышла замуж, и у меня были очень хорошие условия. Муж мне помогал с первых моих шагов познавать Америку. Можно сказать, в прямом смысле он держал меня за руку и знакомил со страной. Конечно же, языковые трудности, трудности, связанные с другой культурой, трудности, связанные с отношениями, как они будут складываться, так ли это, как было у меня в Украине, и действительно ли мифы справедливые, которые ходили об Америке, что здесь люди все настолько отдалены друг от друга, что они только поверхностно улыбаются, а на самом деле американцы, ну, совершенно нечувствительные люди, и у них вы даже щепотку соли не попросите. Это все эти знания нужно было преодолеть и получить новые знания, получить новые ценности. Ну, итак, с чего начать? Ну, давайте начнем с того, что вы рассказали о том в прошлый раз, вернее, завершили Да. наше общение на том, вы рассказали о том, что когда не стало Александра, тогда что дальше? Вы можете рассказать немножечко, вот приоткрыть занавес вашей истории? Могу. Но для начала давайте я расскажу о тех трудностях, с которыми я столкнулась, еще будучи с Сашей. Это же, конечно же, языковые трудности. Потому что я в Америку приехала вообще не зная языка. Но несколько слов. Goodbye, Америка. I don't know this man. Что я научилась от своих подружек? Я когда-то учила немецкий. Ну, мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь, да? Я и немецкий забыла, а английского не знала. Естественно, языковые трудности, языковой барьер — это самое первое, с чем встречается человек, который сюда приедет. И, дорогие друзья, если вы соберетесь ехать надолго в страну другую, то ли жить, то ли долго путешествовать, поучите немножко язык. Несмотря на то, что у нас уже существуют синхронные переводчики, и сейчас намного легче, чем было 10 лет назад. Но 10 лет назад для меня английский язык был пением птиц, которые я вообще не понимаю. И вот здесь очень важно иметь поддержку близких людей. И если вы приезжаете, вы же не на пустое место приезжаете, а к кому-то приезжаете, да? Мне Саша очень помог.
У нас в Бостоне и в Массачусетсе работает программа под названием English at Large, и это так называемые разговорные группы английского языка, которые работают в каждой библиотеке, работают бесплатно. Саша записал меня в 10 библиотек как минимум, и в каждую из них мы каждый божий день ездили на эти разговоры. Он сопровождал меня, он был рядом со мной. В этих разговорных группах я тоже вообще ничего не понимала. Там были китайцы, корейцы. Когда они начинали говорить на английском, он еще труднее оказался, да. Мне казалось, я никогда не выучу язык. Но тем не менее, мы были настырны и настойчивы. Далее у меня появилось 2 тьютора, с которыми тоже бесплатные. Это вы тоже имеете в виду, дорогие друзья, если вы захотите овладеть английским, а денег особо для этого нет. Так вот, 2 бесплатных тьютора тоже по линии программы English at Large. 2 раза в неделю на 1,5 часа я встречалась со своими учительницами, за что я им очень благодарна. С одной из них мы до сих пор друзья, и мы с ними говорили. Они давали мне упражнения, они разговаривали со мной, они поправляли меня. Конечно же, куча онлайн-курсов, конечно же, целые горы книг, которые накупил мне Саша. И вот в это все я погружалась, и чем больше я погружалась, тем больше мне казалось, что я никогда не пойму эти 12 времен, и когда ставятся артикли, и когда они не ставятся. И, знаете, это было очень трудно, конечно же, у меня в голове была каша. А по времени сколько это занимало? Сколько вы занимались? Каждый божий день. Я занималась каждый божий день, потому что Нет, по времени сколько? Год, 2, 3? Сейчас я вам объясню. Вы знаете, есть очень интересная методика, и я с ней поделюсь. Во-первых, заниматься надо каждый божий день. Говорить, писать, слушать, читать. Говорить, писать, слушать, читать. Каждый божий день. Иначе, знаете, если время от времени, ничего не выйдет. Пока я жила с Сашей, так оно и получалось. Саша, я за ним была как за каменной стеной. И особо мне английский не надо было учить. Я учила, потому что нужно. А так, чтобы углубляться, все деловые вопросы решал Саша. В магазинах и кафе, и еще куда мы ходили, разговаривал Саша. Мне ничего не надо было делать. И мотивация у меня тогда, вы знаете, была она очень и очень низкая. А вот когда я осталась одна, вот тогда и появилась настоящая мотивация. Вы спрашивали, для чего нужны трудности? Мы очень часто убегаем от них. Мы очень часто не хотим, чтобы они были, правда? Мы хотим, если что-то трудное с нами случается, отодвигаем, не беремся за это или вообще исключаем из нашей жизни. И вы знаете, иногда так и нужно делать, иногда какие-то трудности не нужны, но те трудности, которые связаны с вашей жизнью, без чего вы не станете выше, не вырастете, вот от этих трудностей отказываться нельзя. Вот когда Саши не стало, я лоб в лоб столкнулась с этой языковой проблемой, что английского 2 года прошло, как мы с Сашей, как я с Сашей переехала в Америку, да, а английский был мой никакой вообще. И вот только тогда, когда я осталась одна, хотя были рядом друзья, знакомые, приятели, которые могли бы помочь, но всякий раз обращаться к ним, пожалуйста, переведи мне, а что это значит? А, пожалуйста, поговори по телефону. Это же стыдно для взрослого человека, правда? Вот тогда я столкнулась с настоящей трудностью. И что нужно было делать? Только преодолеть. И вот тогда я по-серьезному занялась английским. Я поняла, что мне некуда бежать и не на кого опереться.
И вот занятия продолжились, но уже совершенно с другой мотивацией. Понимаете? Значит, первый год я прожила без Саши, а потом уехала в Америку. И на 3 месяца, что я говорю, я из Америки уехала в Украину, да? И на 3 месяца я погрузилась в другую языковую среду. Что вы думаете? Когда я вернулась из Украины, я вдруг увидела, что мой уровень резко подскочил. И я стала значительно свободнее говорить на английском, чем это было до моего отъезда из Украины. И я заметила, каждый раз, когда я покидаю Америку и попадаю в другую языковую среду на месяц, 2, 3, я возвращаюсь, и я уже говорю лучше, я понимаю лучше. Я этим заинтересовалась. Оказывается, есть такая методика, я о ней и не догадывалась. Если вы изучаете язык, вот его и учите год, полгода, а потом через какое-то время, ну, скажем, через год, бросьте его. В течение месяца вообще не беритесь, не слушайте, не говорите на английском, вообще забросите все обучение. Вы увидите, что через месяц вот эти все знания, которые вы приобретали, они, наверное, как-то утрамбовываются в голове, вот, и они уходят в долговременную память, и через месяц вы уже вырастаете на какой-то другой уровень. И вы знаете, сколько времени? Ну, я продолжаю учить английский, я его уже понимаю очень хорошо. Я могу смотреть фильмы на английском языке, слушать радио, телевидение. Я понимаю песни на английском языке. Не все, правда, не все, но многие понимаю. Трудно мне еще, когда начинают очень-очень-очень быстро говорить. А еще, когда у людей какие-то дефекты с дикцией, да, тоже бывает трудно. Вот. Но в целом, вы знаете, я довольна собой. Я этот барьер преодолела. И если он у вас случается, с радостью воспринимайте, потому что, преодолев эту трудность, вы вдруг чувствуете, насколько вы выросли, и вы становитесь увереннее, вы сами себе нравитесь, и вам кажется, что вы горы свернете. Вот. И вы знаете, я погружалась в языковую среду, я ездила с китайскими группами в путешествия, я специально знакомилась с американцами для того, чтобы говорить на английском языке. Знаете, было всегда стыдно мне, вот, что у меня, да, да, что я недостаточно хорошо знаю, что я не могу высказать свою мысль там членораздельно, да. И я всегда, что характерно, с американцами мне не стыдно было общаться, но я всегда предваряла свою речь такой вот простой фразой: «Excuse me, my English is not so good». It's okay, мне отвечали. Я буду говорить медленно, я тебя пойму. И я так благодарна всем людям, с которыми я встречалась, потому что они всегда шли навстречу. Они не смотрели на меня свысока, вот тут у вас понаехало, языка не знаете, да? Ну, страна же мигрант. Да, да. Они же понимают это. И они даже говорят, не говори так, что excuse me, I don't know good English, I don't speak English. И они даже сами говорят, ну не говорите так, не надо, мы все понимаем, говорите как можете. Вот они какие-то такие толерантные, понимающие. Очень. Но знаете, эту фразу я говорила больше для себя, наверное, чем для них. Когда я как будто бы для себя оправдывала, ну почему я еще говорю на каком-то тарабарском языке или на каком-то кривом языке, да, и мне тогда легче было формулировать следующие фразы, вот. Так что вот эта вот самая основная трудность, она была преодолена, и, вы знаете, дальше уже пошло.
легче. Значит, получается, что самое главное — это писать, читать, прослушивание и разговорный должен быть ежедневно, да? Да, каждый божий день. Даже если не с кем говорить, я выключаю свою любимую программу, там, Duolingo. Допустим, сейчас мне нравится Duolingo. Я много-много всяких разных онлайн-курсов брала. И я начинаю разговаривать сама с собой, вот, если не с кем, да. Спасибо большое за то, что поделились этой информацией, потому что на самом деле много информации о том, как учить английский язык. А вот именно от вас я услышала, что надо обязательно 4 вот этих момента ежедневно делать, чтобы английский язык улучшился. Спасибо Да, вам большое. На да, самом да, Давайте очень. дальше по трудностям. Еще какие трудности у вас были? Еще какие трудности? Значит, ну, знаете, вот это, наверное, самая основная трудность. А после того, как у меня появилась такая свобода самовыражения мыслей на языке людей, с которыми я общаюсь, трудности ушли как будто бы сами по себе.